Это аниме про атмосферу, хорошие треки и чувство в этом что-то есть. Всем привет, это Кей. Я откладывала просмотр последней серии данного аниме очень долго, потому что, во-первых, мне очень понравилось это аниме, и чем дольше я бы не смотрела последнюю серию, тем дольше сериал для меня бы не заканчивался. Ну, а во-вторых, я боялась разочароваться в последней серии. Все же это оригинальное аниме, а от них никогда не знаешь, чего ожидать. Не так давно выходило аниме «Чудо-яйца», которая была обворожительная, но последняя серия многих разочаровала. Но все же невозможно постоянно от этого убегать, и последнюю серию посмотреть пришлось. Тем более, я это аниме упоминала на вкладке сообщества еще даже в начале сезона, поэтому не поговорить о нем было бы как-то неправильно. Группу школьников переносит в другой мир, я бы сказала даже в другое пространство. Все же пространство звучит менее иссякайно, а от иссякайности мне бы хотелось в данном аниме немного уйти. Некоторые школьники получают суперспособности, а еще у этого пространства есть свои правила. Ребята очень хотят попасть домой, но также им приходится готовиться к тому, что они проведут в этом новом мире всю свою жизнь. А устроить привычную общественную жизнь с группой подростков, у которых бушуют гормоны и которые получили сверхспособности, крайне непросто. Ну и, конечно, всем хочется понять, почему они попали в этот мир. Было ли это какое-то сверхъестественное явление или чья-то очередная суперспособность? Графон здесь специфический, но как же идеально подходит эта стилизация данному аниме. Здесь есть немного комичный дизайн персонажей с какими-то гиперболизированными чертами внешности, но в целом это что-то между стандартной аниме-стилизацией и своеобразным реализмом. Есть здесь, конечно, моменты, которые мне не очень нравятся. Некий контраст около акварельного фона и персонажей с четким лайном, например. На самом деле не только персонажей, а вообще предметов, которые как-то двигаются в кадре. Плюс, несмотря на то, что я привыкла к косеньким персонажам на некоторых планах и вообще к тому, что иногда черты лица едут куда попало, в этой стилизации почему-то такие косяки выглядели крайне крипово. Тем не менее, здесь есть интересные решения на общих планах, красивые крупные планы, и в целом, несмотря на все недочеты, визуал по-своему завораживает. Музыкальное сопровождение просто замечательное. Здесь нет как такового опенинга или эндинга, но есть заглавный трек, который вызывает чувство ностальгии. Он очень легкий, юношеский, при этом есть в нем что-то олдскульное. Лично в мой плейлист он попал с первой серии. Я не уверена, насколько ностальгичным покажется это звучание другим, но у меня оно вызывало именно такие чувства. Ну и кроме этого трека, под конец у нас появляется еще парочка, которые также прекрасны. Звуковое сопровождение в целом здесь офигенное. Как бы мне нравились или не нравились бэки как музыкальные произведения, чаще моя претензия в перенасыщенности серии звуками. У меня иногда при просмотре аниме просто создается ощущение, что некоторым звукорежиссерам дали копистрайк за тишину, и теперь они эту тишину вообще не используют. В этом аниме же все звучало очень естественно. Более того, каким звуком можно показать необъятность вселенной, если не тишиной. После просмотра у меня появилось некоторое чувство пустоты вместе с тем удовлетворенности. Японцы опять сделали то, что они могут делать лучше всего. Это повседневность. Повседневность не обязательно про реальную жизнь. Сеттинг может быть очень даже фэнтезийно-фантастическим. Оно просто про будни героев. Кстати, с фэнтезийно-фантастическим сеттингом часто получается некоторый артхаус, который был в каком-то смысле в этом аниме. Но тут получился все же такой уютный артхаус, как бы странно это ни звучало. Способности большинства героев так или иначе отражают их характер и желания, хотя Бог говорит о том, что способности рандомны. Нам, конечно, раскрыли не всех персонажей, здесь их очень много,
но о некоторых мы можем сказать точно. На самой поверхности это способность Раджани. Он очень умный и любознательный парень, и его способность создавать гаджеты, чтобы дальше исследовать мир. Дальше Асакадзе. В реальности он был весьма посредственным, но хотел, чтобы его признали. И получил он достаточно мощную способность искажать пространство. И с ней позже получил и признание. Но то ли признание, которое он хотел. Дальше немного будет спойлеров про способности. Они небольшие, но в то же время это важные детали, которые могут повлиять на восприятие данного аниме. Нагара постоянно убегает от проблем, поэтому может путешествовать в разные миры. Способность Мизуха не то, что нам показывают в начале. Она не хочет взрослеть и видеть чью-то смерть, поэтому может останавливать время. Не в прямом смысле, конечно, а просто объекты застывают в своем первоначальном состоянии, в котором она их заморозила. Способность Нозоми — компас, она видит выход из этого мира. Вначале Нозоми говорит, что видит что-то похожее на свет, и она на самом деле как мотылек, летящий на этот свет, ведь в оригинальном мире Нозоми бы погибла. С другой стороны, компас в итоге привел героев в мир, в котором Нозоми жива. Тут, короче, я прекращаю натягивать сову на глобус, потому что остальные способности объяснены практически никак. Сама история ни о чем и обо всем одновременно. Самая очевидная линия здесь про взросление. Если мы берем Мизуху и Нагару, то Мизухе нужно было оставить свое прошлое в виде кошек и стать самостоятельной. Нагаре же нужно было перестать убегать от проблемы реальности. Это такая тема совсем на поверхности. Также здесь есть некоторые размышления о том, что такое реальность и что такое смерть. Истории некоторых отдельных персонажей также интересны в вакууме, но так как я уже достаточно проспойлерила, то останавливаться на этом не буду. Ищите свои смыслы, когда будете смотреть данное аниме. При этом абсолютно нормально, если вы чего-то не поймете. Режиссер так сам сказал в одном из своих интервью. Несмотря на то, что аниме весьма неординарное, есть здесь один явный троп. Это Manic Pixie Dream Girl, или маниакальная девушка-мечта. Мне не очень нравится, как звучит русское название, если честно. В общем, яркая неординарная девушка, которая призвана изменить главного героя. Нозоми симпатична, спонтанна, эксцентрична. Она помогает замкнутому и пессимистичному Нагаре измениться. Кстати, не только ему, но и Асакадзе, например. Хотя счастливой концовки, как бывает часто в произведениях с таким типом героинь, здесь, конечно, не будет. Ну и о концовке. Здесь, конечно, будут спойлеры к ней. Концовка меня не разочаровала, но я почувствовала какую-то пустоту. Мы вроде как узнаем о том, что произошло с ребятами, которые отправились бороздить эти миры на ковчеге. Узнаем мы это от Раджани, хотя Раджани напрямую не говорит, что это были именно они. Он говорит про мир, где его обитатели считают, что они дети Божьи, а среди них есть тот, кто решил, что смерть — единственный выход из этого мира. Во-первых, это единственный мир из описываемых Раджани, который нам показывают. И вот этот человек, который изобрел смерть, очень похож на Хоши, хотя нам показывают буквально часть его лица. Плюс, учитывая некоторую фанатичность Хоши на протяжении всего его экранного времени, очень на него похоже это описание. Но я могу ошибаться. А еще позже о некоторых отдельных персонажах мы узнаем уже от Асакадзе. Асакадзе жалко немного, даже как-то под конец стало. Мне немного было жаль, что Мизуха оставила своих кошек, но, во-первых, в реальном мире они бы погибли, во-вторых, для нее это было освобождение от опеки и становление самостоятельной. Плюс о кошках, наверное, можно не беспокоиться, ведь они остались с Раджани и Мабика, теми, кто не может вернуться в реальный мир, потому что в этом они провели слишком много времени. Здесь вообще очень интересная и не совсем понятная мне тема с течением времени. Все же время в реальном мире тоже движется, пусть и не так быстро, как в этом
странном, фэнтезийном. И если Нагара и Мизуха провели на острове всего 2 года, то Раджани в своем путешествии провел 2000 лет. И учитывая личность этого персонажа, он прекрасно понимал, что ему уже некуда возвращаться. Меня немного сначала сбила с толку реакция Мизухо, когда она в первый раз увидела Нагару в новом мире. Но с другой стороны, я думаю, у них обоих было это ощущение, а не приснилось ли мне все это, когда они только вернулись. Ведь потом Мизуха пошла в свою старую школу, чтобы проверить вообще что и как. Несмотря на то, что она убедилась, что все произошедшее было реальностью, в новом мире они совершенно другие люди, несмотря на все прожитое вместе. Живут они совершенно другими жизнями. Ведь это не их старый мир. И единственный момент, который я не понимаю, это мимолетный кадр с новой коллегой по работе Нагары, когда Нагара и Мизуха бегут к новой реальности. Я пытаюсь понять, она там просто так или есть в этом какой-то скрытый смысл. Но, как сказал режиссер, что-то не понять — это нормально. Наверное, нужно перестать думать об этом просто. В целом, это аниме про атмосферу, хорошие треки и чувства, в этом что-то есть. Не обязательно здесь искать глубинные смыслы, но если вы захотите, вы их найдете. С другой стороны, я знаю, что есть люди, которым нужно все досконально понять, чтобы им все разжевали и ответили на все вопросы. Не будет такого. Вот такие мои мысли по поводу этого аниме, и как всегда, всем спасибо за просмотр, увидимся в моем следующем видео. Пока-пока. Я пытаюсь понять, она там просто так, потом... Да, ты выспалась? Да, спасибо. Спасибо.